Австралия – одна из самых развитых стран мира. Огромные города, современные технологии, высокий уровень жизни. Но есть одна странность, о которой редко говорят. Все люди здесь живут только у океана. Стоит провести линию всего на несколько километров вглубь материка, и карта начинает пустеть. Города исчезают, дороги редеют, а дальше начинается пространство размером с Европу, где людей почти нет. Почему огромная часть континента до сих пор остается незаселенной? Что на самом деле происходит в центре Австралии? Откуда в пустыне появились заборы длиной в тысячи километров? В этом видео мы отправимся через сердце Австралии, по дороге от Аделаиды до Дарвина, и попробуем разобраться, почему внутри одной из самых развитых стран мира до сих пор существует гигантская территория, где правила устанавливает не человек, а дикая природа. Приготовьтесь, то, что вы сейчас увидите, может вас по-настоящему шокировать. Стоит свернуть с побережья вглубь Австралии, и сразу появляется странное чувство. Дорога есть, машина идет вперед, километры набегают один за другим, но вокруг будто ничего не меняется. Один и тот же пейзаж, одна и та же пустота. Чем дальше едешь, тем сильнее ощущение, что эта часть материка живет по другим правилам. Иногда однообразие нарушают редкие дорожные указатели. Они ведут к местам, где когда-то были поселения. Но сегодня там никого нет. Что именно заставило людей оставить целые города? Вдоль старых трасс и заброшенных железных дорог до сих пор тянется цепочка мертвых поселков. Когда-то люди строили здесь дома, открывали пабы, гостиницы, прокладывали дороги и верили, что жизнь здесь будет развиваться так же, как и в других местах. Но материк решил иначе. Сегодня на месте этих поселений пустые дома, ржавые машины, утонувшие в песке, и тишина. Один из таких городов – Фарина. Когда-то его жители были уверены, что смогут закрепиться здесь надолго. По улицам ходили люди, у платформ останавливались поезда, работали мастерские, открывались трактиры и пабы. Город жил, и казалось, что так будет всегда. Но все закончилось гораздо быстрее, чем они ожидали. Дожди становились все реже, колодцы постепенно пустели, земля высохла и начала превращаться в пыль. Жить здесь становилось все труднее. Город начал умирать. Люди уезжали один за другим, оставляя дома, мебель, инструменты, все, что еще недавно было частью обычной жизни. Сегодня Фарина стоит посреди пустыни, как немое предупреждение. Здесь человек держится только до тех пор, пока пустыня это позволяет. Впереди трасса Стюарт, единственная непрерывная линия, которая пересекает Австралию с юга на север и соединяет Аделаиду с Дарвином. Между ними 3000 километров. Сначала за окнами еще мелькают фермы, виноградники, зеленые поля, но это длится недолго. Зелень быстро исчезает, потом пропадает даже редкий кустарник. Остается только дорога и красная пыль. Можно ехать часами и не встретить ни одной машины. Иногда в раскаленном воздухе у дороги появляются темные силуэты. Сначала кажется, что это мираж, но стоит подъехать ближе, и вам навстречу выходят огромные верблюды. Сегодня в Австралии живет около 1 миллиона диких верблюдов, больше, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Во время засухи огромные стада могут за одну ночь выпивать целые водохранилища и разрушать фермы, пытаясь добраться до воды. И это лишь одна из странностей этих мест. Чем дальше на север, тем чаще посреди равнины появляются длинные линии колючей проволоки. Заборы тянутся на километры и уходят за горизонт. Их строили против динго, хищников, которые уничтожали овец. Иногда у дороги тянется цепочка старых столбов, остатки телеграфа. В XIX веке через весь материк протянули линию длиной более 3000 километров. Это была единственная связь Австралии с внешним миром. Сегодня провода исчезли, столбы перекошены, но опоры все еще уходят на север ровной линией, и вокруг нет людей. И именно здесь происходят вещи, которые до сих пор вызывают вопросы. В 2017-м из городка Ларима исчез Пэдди Мориарти. В городе тогда жило всего 12 человек. Мужчина вышел из бара, сел на велосипед и поехал домой. До дома он не доехал. Полиция обыскала весь район. Ни человека, ни велосипеда, ни его собаки так и не нашли. А в 2025-м в Южной Австралии пропал 4-летний Гас Ламонт. Ребенок играл возле фермы и исчез меньше, чем за час. В поисках участвовали сотни людей, вертолеты, дроны и спасатели. Но следы просто оборвались. Но самое странное – это то, что такие истории в глубине Австралии происходят слишком часто.
И многие из них так и остаются без объяснения. И чем дальше продвигаешься вглубь материка, тем сильнее становится ощущение, что здесь сама Земля заставляет людей жить иначе. Особенно это заметно в Куберпеди. Здесь большинство людей живет под землей. Дома вырезают прямо в скале, потому что летом температура на поверхности может подниматься выше 50 градусов. В городе есть подземные дома, отели, магазины и даже церкви, спрятанные под десятками метров породы. Наверху совсем другой мир. Тысячи насыпей после добычи опалов. Неровные холмы, шахты, провалы. Вся равнина вокруг выглядит так, будто ее десятилетиями копали в поисках чего-то спрятанного глубоко под землей. Старатели изрыли пустыню настолько, что вокруг города остаются десятки тысяч открытых шахт. Многие из них никак не обозначены. Местные предупреждают, ночью здесь можно сделать несколько шагов и просто исчезнуть, провалившись в старую шахту. Куберпеди стоит в самом центре австралийского аутбека, рядом с огромными пустыми территориями, где нет городов и дорог. В этих районах расположены военные полигоны, закрытые зоны и территории, куда обычным людям просто нельзя попасть. И именно здесь становится заметна еще одна странность материка. Вода будто обходит центр Австралии стороной. Реки не доходят до океана. Они исчезают в песке, распадаются на сухие русла или заканчиваются солеными озерами, где ничего не растет. Впереди Алис Спрингс. Посреди равнины вдруг возникает забор. На первый взгляд обычная проволока, но она не заканчивается. Она уходит за горизонт. Перед вами знаменитый забор Динго. Более 5600 километров колючей проволоки, протянутой через пустыню. Это один из самых длинных заборов на планете. Он проходит через несколько штатов и буквально разрезает материк на две огромные части. По одну сторону – пастбища и овцы, по другую – территория, где по-прежнему правит дикая природа. Сам факт существования такой границы говорит о многом. Осваивая центр Австралии, люди довольно быстро поняли, что эту землю придется не столько покорять, сколько защищать. Причиной стали динго – дикие собаки, идеально приспособленные к суровым условиям материка. Они живут стаями, за ночь проходят десятки километров и охотятся с поразительной слаженностью. Когда стая выходит на пастбище, все происходит быстро и бесшумно. Фермеры находили утром десятки задушенных овец. Бывали ночи, когда исчезало целое стадо. При этом динго часто убивают гораздо больше животных, чем могут съесть. Они просто проходят через стадо и душат одну овцу за другой. Именно поэтому через пустыню и протянули эту линию колючей проволоки. Но даже такой забор не стал абсолютной защитой. Динго умеют рыть подкопы, а иногда ждут, пока ветер разрушит часть ограждения. Достаточно одной бреши, и стая снова оказывается по эту сторону. Но опасность пустыни не ограничивается хищниками. Именно здесь обитают 20 из 25 самых ядовитых змей на планете. Однако у Центральной Австралии есть и другая сторона. Почти необъяснимая. О ней редко пишут в официальных путеводителях, хотя в глубине материка об этом знают все. Если задержаться возле небольшого городка Булия в штате Квинсленд, разговор рано или поздно зайдет об огнях Мин-Мин. Местные говорят о них спокойно, без сенсаций. Речь идет о светящихся шарах, которые иногда появляются ночью в пустыне. Они вспыхивают в темноте и начинают двигаться, чаще всего за одинокими путниками. Все очевидцы описывают одно и то же. Яркая сфера висит низко над землей. Она медленно приближается к машине, какое-то время держится рядом, словно сопровождает ее, а затем внезапно меняет направление или резко гаснет. Ученые говорят о сложном преломлении света, о слоях холодного и теплого воздуха, которые могут создавать странные оптические эффекты в пустыне. Но фермеры, прожившие здесь всю жизнь, относятся к таким объяснениям осторожно. Иногда огни возникают над темной равниной, вдали от дорог, городов и линий электропередач. В этой части материка люди иногда исчезают без следа. Один из самых известных случаев произошел в середине прошлого века. Трое молодых людей отправились в короткую поездку по знакомой дороге. Обычная прогулка по окрестностям, но через некоторое время связь с ними оборвалась. Когда спасатели добрались до предполагаемого места, они нашли автомобиль. Машина выглядела полностью исправной. В баке оставался бензин. В салоне лежали личные вещи, продукты, запас воды. Все было на месте. Не было ни признаков борьбы, ни следов. Создавалось странное ощущение, будто люди просто вышли из машины и исчезли.
потому что местные жители позже говорили, что в ту ночь в этих местах снова видели огни Минмин. Совпадение это или нет, никто так и не смог доказать. Но с тех пор у водителей в Центральной Австралии есть негласное правило. Если ночью на дороге появляется странный свет, лучше не останавливаться и не пытаться приблизиться. Иногда пустыня возвращает людей. В 2006-м Рикки Миги пропал в этом районе и появился только через 71 день, истощенный, но живой. Он выжил, питаясь насекомыми и ящерицами. Как он оказался один посреди пустыни, до сих пор точно неизвестно. Мы продолжаем двигаться на север. Позади остаются бесконечные линии заборов, редкие поселения и истории о странных огнях пустыни. Но дальше разговор переходит к более жесткой реальности. Многие смотрят на карту Австралии и не понимают главного. Если под этим материком лежат золото, алмазы, железная руда и редкие опалы, почему в глубине страны так и не выросли крупные города? Казалось бы, такие богатства должны были давно притянуть сюда шахтеров, инженеров, дороги, электростанции и целые промышленные центры. Но в центре материка этот миф рассыпается очень быстро. Найти месторождение – это только начало. Настоящие трудности начинаются после. Представьте шахту посреди пустыни, где на многие километры вокруг нет ни дерева, ни ручья, ни тени. Все, что нужно для работы и просто для жизни, сюда приходится доставлять издалека. Металл, технику, инструменты, топливо, еду, воду. Каждый груз идет по дорогам, которые в сезон дождей вязнут в тяжелой грязи, а под палящим солнцем раскаляются так, что у тяжелых машин лопаются шины. Главная проблема центра Австралии не в том, что здесь мало ресурсов. Проблема в том, какой ценой приходится к ним добираться. Поэтому история освоения центра Австралии всегда развивается по одному и тому же сценарию. Сначала люди находят богатое место, ставят первые дома, налаживают снабжение и убеждают себя, что именно здесь все получится. Несколько месяцев, иногда несколько лет, это действительно выглядит как начало нового города. Но затем приходит трезвый расчет. Поселок нужно постоянно снабжать, привозить еду, топливо, воду, оборудование, поддерживать электричество, обеспечивать связь. Куберпеди показал это раньше других. Огромные автопоезда везут сюда топливо, продукты, воду, технику. Стоит этой цепочке дать сбой, и проблемы начинаются сразу. Именно поэтому в Австралии появилась уникальная служба. Врачи добираются до пациентов на самолетах, потому что на многие фермы невозможно приехать ни за несколько часов, ни даже за сутки. Самое интересное, что под огромной частью материка лежит гигантский артезианский бассейн. Это колоссальный подземный запас воды, который копился здесь миллионы лет. Сначала это выглядело как настоящее спасение. Когда бур достиг нужной глубины, из скважины наконец пошла вода. После сотен метров сухой породы из глубины вдруг вырывается поток, значит, под землей все-таки есть вода. Но эта вода совсем не такая, какой ее ожидали увидеть. Вместо холодной влаги из скважины вырывался кипящий поток. Для фермеров, которые надеялись найти источник жизни, это выглядело как насмешка. Вода есть, но прикоснуться к ней нельзя. Она обжигает землю, опасна для людей, животных и растений. Чтобы использовать эту воду хотя бы частично, пришлось строить длинные каналы, охлаждающие резервуары, сложные системы распределения. Но вскоре выяснилось, что высокая температура – лишь половина проблемы. Гораздо серьезнее оказался ее состав. Вода лежала под землей миллионы лет. За это время она успела насытиться солями, минералами и тяжелыми соединениями. Для питья она непригодна. У нее резкий вкус и тяжелый запах. А для многих растений такая вода становится ядом. Стоит поливать ею обычное поле, и почва покрывается белой соляной коркой. Земля умирает. На ней перестает расти даже трава. И здесь появляется еще один тревожный вопрос. Если под землей скрывается такой огромный водный резервуар, почему он оказался таким горячим? Почему он настолько насыщен солями? И что на самом деле происходило с этой водой на протяжении миллионов лет под поверхностью материка? За последнее столетие люди пробурили тысячи скважин. Давление в древнем водоносном слое постепенно начало падать. Там, где раньше вода сама выходила на поверхность, теперь приходится устанавливать мощные насосы. А насосы – это снова техника, топливо, ремонт, доставка. Но настоящий корень проблемы лежит еще глубже. Чтобы понять, почему центр материка так и не стал по-настоящему обжитым, недостаточно смотреть на воду, дороги или полезные ископаемые.
Ответ приходится искать в земле. На большинстве континентов поверхность постоянно обновляется. Горные породы поднимаются, разрушаются, минералы снова выходят наверх, и почва получает новую подпитку. Земля там все время находится в движении. Австралия устроена иначе. Этот материк словно застыл очень давно. Здесь нет молодых гор, почти нет действующих вулканов. И нет тех геологических процессов, которые могли бы время от времени возвращать новые ресурсы. Именно поэтому геологи называют Австралию тектонически старой, неподвижной. За бесконечно долгий срок ветры и редкие дожди постепенно вымывали из этой земли все ценное. Слой за слоем из почвы исчезали элементы, которые обычно поддерживают жизнь. Фосфор, азот, калий – те самые вещества, без которых не бывает ни плодородного поля, ни сильного пастбища. Поэтому под ногами здесь часто не просто пыль. Под ногами – остатки древних пород, из которых за миллионы лет уже выжато все живое. Под этой землей могут лежать огромные богатства – золото, железная руда, опалы. Но сама поверхность материка остается бесплодной. Даже если представить, что завтра над этой равниной начнутся щедрые дожди, это все равно не решит проблему. Вода сама по себе не создает плодородия. Растениям просто не из чего расти. Можно пытаться вносить удобрения, но на таких пространствах это быстро превращается в бессмысленную операцию. Расходы огромны, а редкие ливни смывают все обратно в соленые низины. На поверхности снова остается тот же бледный песок. Даже там, где вода могла бы дойти до центра материка, ей просто не дают пройти дальше. Вдоль восточного побережья Австралии тянется великий водораздельный хребет, длинная горная стена, которая перехватывает влагу у остальной страны. Со стороны Тихого океана приходят тяжелые влажные облака. Поднимаясь по склонам, они охлаждаются и отдают всю влагу у побережья. Поэтому восток Австралии зеленый, густой и обжитый. Когда облака переваливают через хребет и уходят вглубь материка, в них не остается влаги. Воздух опускается уже сухим и горячим. Так появляется огромная дождевая тень, зона, где испарение во много раз сильнее осадков. Поэтому и реки здесь ведут себя иначе. Многие уходят внутрь материка и просто теряются в соленых низинах, исчезая раньше, чем успевают стать настоящими артериями жизни. Есть еще один фактор, который делает климат Австралии непредсказуемым. Он приходит из океана. Это Эль-Ниньо. На большинстве континентов сельское хозяйство держится на том, что люди знают, когда ждать дожди и когда сеять урожай. В центре Австралии такой уверенности нет. Иногда приходит засуха. Не на недели, а на годы. Земля выгорает, пастбища исчезают, фермы несут тяжелые потери. А потом наступает обратная крайность. На ту же высушенную землю обрушиваются мощные ливни и наводнения. Но эта вода не спасает. Она приходит и уходит так же быстро. И вскоре земля снова выглядит так, будто дождя здесь никогда не было. Когда складываешь все вместе, картина становится пугающе цельной. Истощенная почва, перехваченная горами влага, тяжелая соленая вода под землей и климат, который швыряет эту землю из многолетней засухи в короткие разрушительные ливни. Но даже этого объяснения все равно недостаточно. Люди приходили сюда не раз. Они привозили технику, деньги, скот, семьи. Пытались закрепиться, строили дома, бурили землю, проводили заборы на десятки километров. Но каждый раз происходило одно и то же. Что-то ломалось, что-то оказывалось сильнее. И постепенно люди уходили обратно, к побережью, к воде. Сегодня около 70% территории Австралии остается пустой. Каждый год в Австралии пропавшими без вести объявляют больше 50 тысяч человек. Большинство находят. Но тысячи людей так и остаются в списках пропавших, а примерно 2500 дел остаются открытыми годами. И значительная часть таких исчезновений происходит именно там, на дорогах, проходящих через центр материка, где вокруг сотни километров пустоты. Поэтому центр Австралии сегодня выглядит странно. Он не совсем пуст, но и живым его назвать трудно. Здесь слишком много следов людей и слишком мало самих людей. И тогда возникает главный вопрос: действительно ли все объясняется только географией, или часть причин до сих пор остается за пределами нашего понимания? А вы что думаете? Вы там были? Пишите в комментариях.